Grand Theft Auto 4, вышедшая в 2008 году, остается одной из самых знаковых и любимых частей серии GTA. Ее мрачная, реалистичная атмосфера, проработанный сюжет и запоминающиеся персонажи завоевали сердца миллионов игроков по всему миру, и особенно в странах бывшего СНГ. Однако время не щадит никого, и технические ограничения данной игры, с которыми сталкиваются современные геймеры при попытке поиграть в GTA 4, становятся все более ощутимыми. Но и к слову, на старте у данной игры были проблемы ничуть не меньше. Слухи о возможном ремастере четверки будоражат умы фанатов уже не первый год. Несмотря на отсутствие официальных анонсов от Rockstar Games, игровое сообщество продолжает строить теории и надеяться на переиздание культовой игры. Сегодня я разберу основные более правдоподобные теории, связанные с возможным ремастером GTA 4. Без особых сплетен, инсайдерских сливов и прочей шизы, только мои мысли на всю данную ситуацию. Устраивайтесь поудобнее и давайте приступим. Одной из наиболее распространенных версий является предположение, что ремастер GTA 4 разрабатывается параллельно с GTA 6. Учитывая успех переизданий GTA 3, Vice City и San Andreas, Rockstar Games может рассматривать ремастер GTA 4 как способ подогреть интерес публики перед выходом новой части серии. И данная версия не лишена смысла, если бы успех трилогии Definitive Edition был бы реальным, а не на бумаге у Штрауса-Зельника, ведь изначально у Take-Two скорее всего были большие планы на Definitive. Пока трилогия, мобильный порт, все это говорит о том, что за стенами офисов Rockstar Games не слабо верили в успех всего этого и соответственно планировали на нехилую отдачу в виде шекелей игроков. Но как известно, что-то пошло не так и даже не ясно что. По итогу ремастеры получились с огромной натяжкой средним продуктом, и никто не исключает тот факт, что вероятно с разработкой данного шедевра могла вестись параллельно и разработка ремастера четвертой части. Ведь игра довольно старая, на выходе было много проблем и очень разные отзывы, по большей части из-за технических проблем. А если это все исправить и подтянуть где следует, то вышел бы действительно отличный ремастер шикарной игры. Другая популярная ранее теория связывала возможный выход ремастера с 15-летием оригинальной GTA 4, которая отмечалась в 2023 году. Многие фанаты тогда ожидали анонса в этот период, однако он так и не состоялся. Как сейчас помню, как же я ждал на 15-летие игры хоть какой-нибудь весточки, связанной с GTA 4, но к сожалению мы так ничего и не получили. Некоторые аналитики и здравый смысл предполагают, что Rockstar Games может выпустить ремастер GTA 4 после выхода GTA 6, чтобы не отвлекать внимание от основного проекта. Хотя с точки зрения логики это абсолютно бессмысленно, так как на фоне выхода GTA 6 какой-то там ремастер четверки мало кто заметит, только исключительно ярые фанаты данной части, но не широкая аудитория, на которую явно метит Take-Two. Исходя из этого, если ремастер и выйдет, то либо раньше срока выхода GTA 6, или же сильно позже, или вовсе никогда. Кроме того, существует предположение о том, что Rockstar Games может пересмотреть концепцию ремастера, сосредоточившись не на полноценном переиздании, а на улучшенной версии для современных платформ. Это может включать в себя улучшение графики, оптимизацию производительности и добавление небольших геймплейных улучшений, без существенных изменений в основном игровом процессе, как это было с первой частью Red Dead Redemption, которая не так давно вышла на ПК. Некоторые же источники утверждают, что разработка ремастера GTA 4 была приостановлена или отменена из-за негативной реакции GTA The Trilogy The Definitive Edition. Rockstar Games смогла решить сосредоточить свои ресурсы на других проектах, чтобы избежать повторения ошибок. И данная теория наиболее похожа на правду, ведь Take-Two могли сделать точно такую же халтуру и с четверкой. И просто, дабы не усугублять ситуацию, отложили данный проект в долгий ящик. В то же время нельзя исключать возможность того, что Rockstar Games ведет разработку ремастера GTA 4 в строжайшей секретности, чтобы удивить фанатов неожиданным анонсом. Главное, чтобы не получилось как сами знаете чем. Неожиданность и Rockstar Games — это одно слово. Возможно ли, что студия будет до последнего скрывать какие-либо новости о игре? В случае с Rockstar, то это да. Уверен, они могут ни слова не говорить, а потом мы выпускаем GTA 6. Вот вам трейлер, через 1,5 года вот вам второй, а через пару месяцев релиз. И все. Да, такой сценарий, зная Rockstar, вполне может быть. Помимо основных теорий, стоит задать также и самый главный вопрос. А каким должен быть эталонный ремастер GTA 4? Ведь в случае с четверкой это должна быть не просто подтяжка текстур, а полноценная переработка
переработка многих элементов, сохраняющая дух оригинала. Город Свобода должен засиять новыми красками, но без потери мрачной атмосферы. Графика нуждается в существенном улучшении, модели персонажей высокого разрешения, детализированное окружение и реалистичное освещение. Физика и анимации должны быть доработаны, чтобы соответствовать современным стандартам, но при этом не менять ощущение от вождения и перестрелок. Оптимизация должна быть приоритетом. Игра должна стабильно работать на современных платформах с высокой частотой кадров. Также можно завести современных плюшек в виде рейтрейсинга и прочего. В Liberty City данные технологичные приколы, я думаю, выглядели бы очень эффектно. Оптимизация кода, исправление ошибок и повышение стабильности работы позволят избежать проблем, с которыми сталкивались игроки в оригинальной версии. Важным аспектом является сохранение атмосферы оригинала. Ремастер должен остаться верен духу GTA 4, не внося кардинальных изменений в сюжет, персонажей и общий тон повествования. Улучшения должны быть направлены на повышение качества игры, а не на ее переосмысление. Все это позволило бы привлечь в GTA 4 новую аудиторию, которая не застала эпоху данной игры. Это была бы возможность для молодого поколения оценить величие этой легендарной части серии. Для олдов оригинальной четверки это был бы, вероятно, один из лучших дней в истории, так как у данной игры очень преданная комьюнити, и это хорошо видно, особенно в последние годы, так как именно за последние пару лет повыходило очень много отличных модификаций, которые делают GTA 4 похожей на действительно ремастер в сравнении с оригинальной игрой, но это уже совсем другая история. По итогу могу сказать следующее: успех ремастера будет зависеть от того, сможет ли Rockstar и Take-Two правильно улучшить игру. Если им удастся это сделать, GTA 4 снова покорит сердца миллионов игроков, а новое поколение сможет открыть для себя эту легендарную, пропитанную сыростью и холодом Liberty City игру. В противном же случае ремастер рискует стать разочарованием и вызвать еще больший гнев преданных фанатов, чем с Definitive Edition. Несмотря на все теории, мы, к сожалению, не узнаем, что скрывается за закрытыми дверьми Take-Two. Готовят они ремастер или же нет, неизвестно. Но надежда умирает последней. И вот скоро GTA 4 исполнится уже 17 лет, и я все еще жду официальный ремастер данной игры. Напишите в комментарии, хотели бы вы видеть ремастер GTA 4 или же нет, и каким, на ваш взгляд, он должен быть. Также обязательно подпишитесь на YouTube, телегу, про которую вообще никто не знает, и поставьте класс этому видику. Респект плюс данным людям за особую поддержку. Благодарность вот этим ребятам на бусте за жирную мотивацию. На этом мой поток мыслей исчерпан. Увидимся с вами в новых видео.